Всем огромный привет! С вами Оксана. И сегодня в этом видео я вам дальше покажу, как я вязала этот джемпер. Старалась, конечно, снять поподробнее, но при вязании горловины я потом передумала и начала ее вязать по-другому. В общем, снимала одно. Сначала я не хотела вот эту часть кетлевать. Потом я ее начала, и немножечко там в видео будут сбои насчет горловины. Я сейчас вот вам покажу, что, смотрите, здесь вот кетлюется она. Здесь закрыта иглой у меня. Связана полой резинкой, закрыта иглой. Поэтому, смотрите, девочки, насчет этого я сразу предупреждаю прямо с самого начала видео. А теперь давайте все по порядку. Джемпер мой связан на размер 46-48 ромбами. Я думаю, все уже видели. А рукава я решила связать вот такие вот полосатые. Это изнаночная гладь. Вот, они узкие, я не захотела делать их широкими. Конечно же, есть скос плеча обязательно, манжет и закрытой иглой. Вот такие вот рукава. Расход 307 грамм. Высчитывала, я высчитывала и смотрите, пряжа у меня вот такая Siam Contucci, цвет номер 1, номер 16 и горчичный, так, не помню какой цвет, но я вам подпишу, ссылки все на пряжу я, конечно же, оставлю. Итак, я считала, и у меня получилось, что белого у меня ушло 3 мотка, синего у меня ушло тоже 3 мотка, вот это вот осталось от третьего мотка, а горчичный все я не могу посчитать, потому что у меня был остаток от кофты, и потом вот еще осталось, и я вот не могу посчитать, сколько же у меня ушло пряжи. По-моему, 2 либо 3 мотка. Ну, возьмите 3 мотка, чтобы с запасом было. Ну, может быть, вы будете тоже джемпер тут горчичный вязать, что-то останется. Итак, вязала я снизу вверх. Давайте снизу начнем показывать. Кто-то, может, первый раз попадет на мой канал. Снизу вверх. Спинка отдельно, перед отдельно вяжется. Здесь у меня идут швы. Вот он, шов идет. Все вяжется спинка перед, вывязывается горловина. Пройма прямая, просто прямая пройма. Есть скос плеча и сшитые плечи. Далее вывязывалась у меня горловину, я делала, как я уже сказала, горловина сделана вот таким вот способом в карман. И дальше резинка 1 на 1 и закрытие петель иглой. Все, это связали. Дальше переходим к рукавам, да? Это если вот так кратко. Рукава набираете по краю петли. Это все я показывала в видео. Вроде бы, да. Далее вяжем. Вот эти полосы надо распределить. Так как пряжа немножечко тянется после стирки, то рукава я вязала где-то вот примерно чуть короче, оно немножечко потом подвытянулось. Рукава тоже распределяем, чтобы вот эти у вас полосы закончилась, например, синим цветом. Я старалась это делать с горем пополам, натянула, чтобы у меня закончилось красиво вот так синим цветом. Здесь есть убавки. Например, цвета, видите, здесь есть ступенька, я ничего не делала. Думаю, ладно, не буду делать, свяжу обычным способом. Далее, по набору петель, сколько я набирала петель, да, и как вязать ромбы, у меня есть отдельное видео, я оставлю вам здесь ссылочку. Как вышивать ромбы, у меня тоже есть отдельное видео, тоже оставлю ссылочку. Как закрывать петли иглой, тоже есть мастер-класс. Единственное, здесь уже будем вывязывать горловину. Вроде бы и она будет в этом мастер-классе, честно, я не помню, что я наснимала, я это давно так снимала, наверное, месяц назад, просто у меня кофта лежала, я все не могла вышить, снять мастер-класс,
и не могла сфотографировать. У нас на улице, вы как видели в начале, я зимой на улице фотографировала, замерзла ужасно просто. И будет вывязывание рукавов, по-моему, и манжет. Ну, манжет все легко и просто вяжется, резинка 1 на 1 и закрывается иглой. Ну все, а теперь давайте приступим к мастер-классу. Здесь я, по-моему, подробненько все сказала. Ссылочки все оставлю. И давайте продолжим вязать. Итак, размер моего джемпера 46-48. Ну, он такой оверсайз. И давайте скажу, сколько же он шириной. Там все вот эти параметры. Итак, ширина даже в кадр не влазит. Итак, смотрите. Ширина его, если ровно положить, то 60 я замеряла. Итак, вот вам видно, там вот 60 сантиметров ширина его. Длина вот эта от плеча, знаете, вот на сантиметров 10 длиннее бы. Вот коротковато что-то я его связала. И давайте вот я замерю от вот этой части, да, от горловины, потому что здесь самая длинная будет часть. Это 58 сантиметров, но хотелось бы длиннее, надо было все-таки 68 сантиметров сделать, и вот этот ромб, может быть, даже и довязался. Или подсчитать, чтобы вот этот ромб был вот закрытый, хотя это, наверное, да нет, не многовато. Надо было просто мне посчитать, чтобы ромб вот этот закрылся, и был бы вот закрытый треугольник, и дальше по спине бы продолжался. Вот здесь треугольник, ой, этот ромб дальше. Можно вот такой момент, сразу я вам хочу сказать, чтобы это учесть, да. Пройма вот эта у меня узенькая совсем. Она маленькая, я хотела маленькую. Можно шире 18 сантиметров, но можно шире 20 где-то сантиметров, да, связать ее побольше. Это все, конечно же, учитывается, это ваше желание. Вот. Если вот от проймы смотреть, то 37 сантиметров. И смотрите, еще такой момент. Если вдруг я решу, да, вязать кардиган, то переделаю это. Рукава. Ну, руки у всех разные, да, длина, я думаю, это уже не важно. 39 сантиметров. Это если от подмышки замерять. Ширина рукава, он у меня прям узенький, 17 сверху, ну вот здесь 18, конечно, а дальше здесь уже идут убавки, а здесь уже совсем он узенький, 10, ну 11 сантиметров. Так, какой еще момент? Сказала, ширина плеча, ну где-то вот примерно 20, наверное, 21 сантиметр, вот ширина плеча. Все, вроде бы такое, все я вам померила, замерила, то сидела и вспомнила, что я не сделала мерки и бегом-бегом побежала снимать замеры, именно мерки, потому что все равно будете спрашивать, а у меня такой нет. И все. Давайте теперь уж вязать. Итак, смотрите, я провязала ромбы, довязала, вот смотрите, начало синего ромба, потом оранжевый целый ромб и 2 ряда белым цветом. Здесь я уже отделила, смотрите, 38 петель вот до маркера одно плечо, 41 петля горловина вот от пластиковых маркеров и 38 петель второе плечо. Вязала я 100 рядов, но оказывается это вместе с резинкой 100 рядов я провязала и проставила маркер до проймы. Сейчас у меня вот здесь от проймы провязано 30 рядов. Всего пройма 20 сантиметров, это 50 рядов. Поэтому мне надо довязать сейчас по пройме здесь 20 сантиметров. И в это время я буду вязать уже скругление горловины. Распределила петли. Смотрите, здесь 4 раза по 2 петли, вот 2 петли, 2 петли, 2 петли и 2 петли. И 2 раза по 3 петли, 3 петли и здесь 3 петли.
Посередине 13 петель, здесь повторяется 3 петли и 4 раза по 2 петли. И начинаем вязать скругление горловины. Буду вязать белым цветом, вот здесь синий. Буду вводить оранжевый цвет. Так, сейчас довяжу до начала ромба и буду вводить новый цвет. Здесь провязываем лицевыми. Так, вот дошла до одной петли. Вот здесь видно, что надо ввести оранжевую нить. Вот берем, вводим оранжевый цвет нити. Вот одна петля. Провязали одну петлю. Далее, смотрите, вот она, вот эта нитка, которая идет следующая. Я ее перекрещиваю и вяжу белым цветом. И центральных 13 петель закрою сейчас вот именно вот этой нитью. Вот я сейчас провязываю до 13 центральных петель. Все маркеры пройду. Вот эти, которые по правому плечу. Ну, если смотреть, вот как сейчас мы видим, то это правая сторона. Вот смотрите, вот он, 38 петель я довязала. Здесь у меня стоит пластиковый маркер. Это плечо. Далее мы вяжем петли горловины. И вот здесь вот эти все маркеры я провязываю. А дальше уже будет закрытие. Вот смотрите, последний маркер у нас вот сейчас вот довязывается. Вот я довязала. И вот эти 13 центральных петель надо закрыть. Закрываем обычным способом. Первую провязываем, вторую провязываем и протягиваем. Но вот эта петля иногда вот так разворачивается, то ее можно вот развернуть и вот так вот протянуть, чтобы она вот развернулась вот таким вот образом. Давайте увеличу, чтобы вам ближе было видно. Вот. Следующий снова провязываю и протягиваю. Снова провязываю, протягиваю. И вот эти 13 петель вот таким вот закрываем. Можно оставить открытыми петлями, но мне не нравится. Я попробовала на спинке и решила все-таки петли закрыть, чтобы горловина не растягивалась. Так, вот я дохожу до маркера. Вот видите, одна петля до маркера. Я убираю маркер и одну закрываю, провязываю. И вот у нас раз, два, три здесь петли. Вот и дальше вяжем лицевыми петлями до конца и начинаем оранжевый ромб. Там добавим тоже. Будем вязать сначала одно плечо, потом второе. Можно сразу два. Ну, давайте сразу два попробуем. Вот дошли мы до плеча. Вот маркер пластиковый отделяет 38 петель. Вяжем дальше белым цветом лицевыми. Так, вот я дохожу, где у нас начинается, вот хорошо видно. Следующий ромб вводим. Берем оранжевую нить. Вот и вводим вот одну петлю. Здесь берем не вот эту нить, которую мы вязали, а которая вот у нас идет. Вот синюю я отрезала, а вот это идет следующая. Вот ее перекрещиваем, как я уже и показывала. Здесь ничего нового. И вяжем вот этой белой нитью. Все, довязываем и разворачиваемся, вяжем в обратную сторону, как я тоже уже показывала. Маркер здесь я поставила на 30 ряду,
чтобы потом легко от него будет отсчитывать 20 рядов, чтобы не с самого начала вязать. Ой, считать. Все, вот провязываю, да? Так. Здесь изнаночная, можно лицевой провязать, кто как заканчивает. Разворачиваем вязание, вяжем в обратную сторону по узору, как я вам уже и мы ромбы вязали. И до конца вот это плечо довязываем все петли вот здесь. Провязываем одну оранжевую, я здесь думаю понятно. Итак, самостоятельно довязывайте эту сторону и провязываем здесь только оранжевую одну петлю. Не надо ничего добавлять, это изнаночная сторона. Смотрите, я довязала, разворачиваемся. И надо вот эти 3 петли теперь закрыть. Сейчас я один раз вам покажу, потом вы будете закрывать здесь, потому что повторяется одно и то же. Вот, смотрите, первую снимаем, вторую провязываем лицевой и протягиваем через петлю. Вот, следующую лицевую и протягиваем. Смотрите, снимаем маркер, здесь вот 3, да, а с этой 4, но нам надо 3, поэтому мы провязываем лицевой и протягиваем. Все, теперь у нас вот здесь 1, 2, 3, да, вот ровное вот такое вот закрытие идет. Далее снова вяжем по узору и вывязываем ромб. Здесь пока маркеры перекидываем. Я думаю, здесь сокращение это все понятно, да? Оно повторяется одинаково, я не вижу смысла вам показывать одно и то же. Вы вот так убавляете все вот эти петли до пластикового маркера. А здесь все так же вяжете. Здесь 1, потом в лицевом ряду добавляйте по краям 3 петли будет оранжевых. В обратную сторону вы вяжете все по узору, ничего никуда не сдвигаете. И вот так вы закрываете горловину. Сейчас я закрываю вот эти все петли. Это одно и то же. И просто здесь потом 3, 3, один раз 3 и 4 раза по 2. Все, и вот здесь вывязывать. Сейчас я это свяжу и вам покажу, что получится. Итак, смотрите, вот я сделала все убавления, вот такой вот скос и провязала прямо. Вот последняя убавка, да, вот она у меня 2 петли. А далее вот этот участок вяжется туда, обратно прямо, потому что вот мне надо 50 рядов вот от этого маркера прямо вот это мы отсчитываем по пройме 50 рядов. Все, вот у меня 50 рядов отвязаны, вот этот маркер мне не нужен. Когда отвязывается 50 рядов, то обязательно посчитайте количество петель в оранжевом ромбе, который вы связали. Вот у меня здесь получилось от горловины, если считать, вот здесь 8 петель, ромб получился 19 петель, и здесь у меня 11 петель. И будем вязать скос плеча. Я поставила маркер 7 петель, 7 петель, 6, 6, 6 и 6. И будем вязать скос плеча. Туда обратно поворотными рядами. Сначала довяжем до одного маркера, второго, третьего, четвертого и так далее. И начинаем вязать укороченными рядами. Так, все очень просто. Так, давайте поближе сделаем. Первую снимаем и провязываем лицевой до крайнего маркера. Вяжем, и, конечно же, здесь идет у нас сдвиг в ромбах. Все так и вяжем вот на одну петлю. Также делаем сдвиг. Здесь с одной стороны потом будет сдвиг, с одной не будет. И вяжем до маркера. Здесь вот тоже надо сделать сдвиг на одну петлю. Это все мы учитываем. Вот, переходим на белый цвет. Провязываем до маркера лицевыми петлями. И останавливаем. Все, убираем маркер. Останавливаемся и разворачиваем вязание в обратную сторону. Развернули.
Снимаем петлю на правую спицу и вот таким вот образом нить перекидываем, чтобы получилась двойная петля. Перекидываем вперед нить и вяжем изнаночными петлями в обратную сторону. Мы провязали, вот здесь переходим снова на желтую нить, оранжевую вернее. Вяжем в обратную сторону до края. Здесь, я думаю, понятно, да, что мы вяжем до края, до конца эту сторону полностью. Довязали, разворачиваем вязание, вот развернулись, и теперь у нас точка разворота вот в этом месте. Мы дойдем до этого маркера, развернемся, будем вязать в обратную сторону, но с этой стороны сдвиг я так и буду делать, чтобы ромб не нарушать. Он так и будет у меня сдвигаться. Вот довязали, перекинули маркер, ромб все равно сдвигаем. Не нарушаем ничего. Шуршит сильно, конечно, по фону. Ну, извините. Так, довязываем до маркера. И разворачиваемся снова. Так, вот дошла до маркера. Снова провязываю лицевой, убираю маркер. Убрала. Разворачиваю вязание. Снова берем, переносим на правую спицу петлю и перекидываем вот таким образом, чтобы была, и подтягиваем двойная петля, перекидываем нить и вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. И вот так вяжем укороченные ряды, пока вот эти все маркеры у нас, вот еще 3 маркера не закончатся. Я думаю, здесь понятно, да? Довязываем самостоятельно. Смотрите, вот я довязала все укороченные ряды. Вот что у нас получается. Здесь осталось 3 белые петли, да, и вот здесь желтые. Далее будем вязать все один ряд, который вот это все просто выровняет, и провяжем двойные сразу петли. Итак, здесь все это учитывается. Вот, снимаем первую петлю, вяжем, получается здесь 2 лицевых, перекрещиваем и вяжем, подтягиваем и вяжем оранжевым цветом. Вот дошли до двойной петли спереди, вот таким вот образом заводим спицу и провязываем лицевой. И так вяжем остальные. Вот снова двойная петля, спереди вот так заходим и провязываем лицевой. За обе стенки схватаемся. Вот, провязали. Снова за обе вот так целиком ходим и провязываем лицевую. Здесь делаем сдвиг на петлю. Все как положено. Сдвинули, меняем нить на белую, вяжем белой нитью. Все, готово. Отрезаем нить, но оставляем кончик, потому что далее мы будем плечо, когда сшивать, нам придется же белым цветом, потом оранжевым и потом белым цветом. Поэтому оставляем нитку подлиннее. Так, смотрите, я сняла петли плеча на дополнительную леску. Все. И будем вязать вторую сторону. Смотрите, если мы здесь сделали убавки с лицевой стороны, то с этой стороны мы будем делать убавки с изнаночной стороны. Вы же помните, мы начинали отсюда туда вязать, поэтому переворачиваем и будем вязать с изнаночной стороны и делать убавки тоже с изнаночной стороны. Итак, здесь у нас белый цвет, поэтому вводим белый цвет. Так, чтобы вам лучше видно было. Берем белую нить, прикрепляемся вот здесь вот. Вот где мы закрывали петли. Вот здесь.
надо нам закрепиться. Так. Вообще лучше с обратной стороны, вот с изнанки завести здесь петли, чтобы по лицу было красиво все. Вот с этой стороны заводим и протягиваем вот так. Все. Завели мы ниточку, пока складывать. Вон так 2, так лучше будет. И смотрите, провязываем одну петлю и протягиваем через петлю, которая у нас уже есть. Все. Рассоединяем вот эти ниточки. Один раз двойная пусть будет, зафиксировали. Снова провязываем изнаночной и протягиваем через петлю, которая у нас уже есть на спице. Снова провязываем изнаночной и протягиваем. И убираем. Здесь же у нас должно быть 3, а вместе с этой 4. Снова еще раз изнаночной и протягиваем. Все. Дальше вяжем изнаночными петлями до конца. Ну, учитываем узор, вот эти все петли провязываем. И вот с изнаночной стороны будем делать сокращение вот этих всех петель. Я думаю, здесь понятно. Довязывайте до конца, в обратную сторону учитывайте рисунок. Еще раз покажу потом убавки и самостоятельно уже довяжите эту сторону. Скос плеча я вам тоже покажу, потому что скос плеча будет тоже идти с изнаночной стороны, не с лицевой. Смотрите, вот я довязываю до конца 2 лицевые. Эту петлю провязываю изнаночной, разворачиваю вязание и буду убавлять петли. Первую петлю снимаем, следующую вяжем изнаночной и протягиваем. Снова изнаночной и протягиваем. Сильно не затягивать. Убираем маркер, провязываем следующей изнаночной и протягиваем. Все. Здесь у нас теперь 2 петли и вяжем. И вот так убавляем до вот этого пластикового маркера 38 петель здесь у нас. И провязываем прямо потом до нужной длины и количества рядов. Я сейчас провяжу и потом вместе будем скос плеча вязать. Смотрите, я сделала убавки. С этой стороны они не такие красивые, конечно, но ничего, они потом поднимутся, видно не будет. Провязала прямо. Далее, вот как мы и записывали, так, здесь 11, здесь 19 и здесь 8. Расставила маркеры от плеча, как всегда, 7, 7, 6, 6, 6 и 6 петель. И будем вязать укороченные ряды. Будем теперь разворачиваться на изнаночной стороне. Сейчас я один раз покажу, потом вы уже остальные укоротые будете вязать сами. Так, сейчас распутаем. Вот изнаночная сторона. Берем и по изнанке начинаем вязать до первого маркера изнаночными петлями. Снова учитываем все по узору вяжем. В изнанке мы ничего никуда не сдвигаем. Так и вяжем, как у нас есть. Вот видите, белое над белым, оранжевое над оранжевым. Меняем местами, подтягиваем, вяжем дальше. Так, вот здесь провязываем, перекидываем маркер, провязываем, перекрещиваем нити, как всегда мы делаем. И довязываем вот до первого маркера. Смотрите, я вяжу бабушкиными петлями. Если классикой вяжете, то эти, ладно, классика, а вот эту последнюю петлю провяжите вот таким вот образом, бабушкиной петлей. Убираем маркер, разворачиваем вязание, развернули, первую петлю снимаем и смотрите, вот таким образом на себя перекидываем нить и подтягиваем. Вот получилась двойная петля. Вяжем лицевыми петлями и учитываем узор. Видите, здесь сдвигаем в лицевом ряду снова на одну петлю. Здесь происходит сдвиг.
и вяжем дальше. Все. Вот так вяжете и делаете укороченные ряды. Все, довязываете по узору здесь, доходите обратно. Теперь до этого маркера разворачивайтесь, на себя перекидывайте нить и туда-сюда, пока вот не закончите последний вот маркер. Все, вяжем дальше самостоятельно. Так, смотрите, вот я довязала все укороченные ряды. Разворачиваемся и вяжем в обратную сторону, чтобы вот эти двойные петли все провязать, чтобы было все ровненько. Здесь все просто. Вяжем все по узору. Вот изнаночными петлями. Здесь сдвига нет. Над оранжевым вяжем оранжевым, над белым белыми. Местами меняем нить. И провязываем. И когда мы дойдем до двойной петли, то, смотрите, с обратной стороны вот так входим целиком вот в обе петли и провязываем изнаночной. Все, и вот так провязываем. Все по узору. Вот двойная петля, снова вот с обратной стороны вот так вот целиком. Видите, здесь две ниточки и спереди две. И провязываем изнаночными. Все, вот так вот довязываем в одну сторону. Двойная петля. Снова двойная петля. Так, оранжевый провязали. Меняем цвет. Поменяли и довязываем белым. Здесь еще двойная петля у нас есть. Так, довязали. И смотрите, по количеству белых, оранжевых петель. Все, довязали. Здесь, в общем, по лицевой стороне надо еще провязать ряд. Ну, раз 10, значит, тут 10 у нас. Десять петель. Далее считаем, сколько у нас оранжевым цветом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. И вот эту одну петлю сдвинуть надо нам. 26, чтобы было одинаково. Вот снова вот так довязываем. И сдвигаем в конце на одну петлю. И все. И мы довяжем вторую сторону, второе плечо. Перейдем на спинку. Так вот дошла. Делаю сдвиг на одну петлю. И меняем местами нить и довязываю 2 белые. Все. Отрезаю нитку. Ну, нужной мне длины тоже оставляю. Смотрите, вот такая вот горловина получилась. Он кажется большой, но здесь же еще будет резинка. Все подтянется, все будет прекрасно. Все. Это мы связали. Перед сшиванием обязательно надо постирать, так как спинка у меня постирана, то перед тоже надо постирать. Я сейчас постираю, а пока будем вязать с вами спинку. Так, вот она наша спинка. Здесь уже с вышивкой. Смотрите, до какого момента я довязала. Когда в ромбах 17 петель. Вот 17 петель. Начало ряда с этой стороны. И расставила маркеры. Смотрите, здесь, как всегда, вот пластиковым маркером отмечено плечо 38 рядов. Далее 6, 6, 6. 6 и 2 раза по 7, 4 раза по 6 и 2 раза по 7. Здесь также горловина отмечена, как и спереди. По переду это 2, 2, 2, 2 и 2 раза по 3 петли. Что мы будем делать? Мы будем скруглять горловину и сразу вязать укороченные ряды. Закроем сразу вот центральные 13 петель.
довяжем до конца. Все, смотрите, мы начинаем с этой стороны. Вот здесь у меня 17 петель. Вот сейчас, когда я буду вязать, там уже сравняю, что будет 19 петель. Как вы помните, мы делали скос плеча, когда было 19 петель в ромбе. Сейчас я довяжу до центральных 13 петель, которые надо сократить. Вместе с вами их сократим и довяжем ряд до конца. Здесь так и делаем сдвиг, как мы и делали. Так, довязываем до синего, вот до центра. Так, сейчас я довяжу вам и покажу. Смотрите, вот я довязала до синего ромба. Здесь сдвиг так и делаем мы, как и вязали бы. Вот берем синюю нить, перекрещиваем и довязываем до маркера. Вот довязала до маркера, убираем его. Здесь провязываем одна лицевая, вторая лицевая, вот эту, и протягиваем. И закрываем вот эти центральные 13 петель, как я вам уже и показывала по переду, как мы делали. Туго не затягивайте, все слабенько было бы, чтобы и, конечно, чтобы не сильно болталось, все в меру. Смотрите, мы доходим до маркера, и как вы помните, мы доходим до маркера, да, вот. Снимаем маркер и захватываем еще одну нить и провязываем. Все, вот, провязали. Далее здесь вяжем и делаем все-таки прибавку. Вот одна, и следующую вяжем синий. Далее меняем на белый цвет и довязываем весь ряд до конца. Пока укороченные ряды мы вязать не будем. Мы довяжем этот ряд до конца. Вернемся и со следующего ряда будем вязать укороченные ряды. Поэтому здесь все вот провязывайте как положено, делайте сдвиг в оранжевом цвете в одну в другую сторону, довязывайте до конца все, весь ряд, и возвращайтесь вот до сюда обратно. Вот смотрите, я довязала. Теперь вот до маркера здесь 3 петли, их закрываем, первую снимаем, вторую провязываем лицевой и протягиваем, снова лицевой и протягиваем. Но смотрите, убираем маркер, провязываем лицевой и протягиваем. Все, закрыли, вернее вот 2 петли, а протягиваем белую петлю, ну, белой ниткой. Вот берем белую нить, перекрещиваем, и вот эти 2 петли протягиваем белой нить. Все, теперь вот 1, 2, 3 петли у нас. Все, теперь мы вяжем укороченные ряды и горловину уменьшаем. Смотрите, с этой стороны мы закрываем петли по маркерам, а с этой стороны мы теперь не довязываем, а вяжем скос плеча. Все, вот эти 7 петель мы теперь не довязываем, а вяжем вот до этого маркера. Итак, вяжем до маркера, вот как мы уже вязали, скос плеча. Разворачиваемся, вяжем до конца и делаем убавки. Я думаю, здесь уже, да, понятно. Вот туда-сюда вяжем, делаем, что там такое, убавление и скос плеча сразу одновременно. Ну, давайте я сейчас один раз вам покажу, а потом уже самостоятельно будете. Убавки я уже вам показывала, да, как делать. Но здесь все по узору, как мы и вязали, все соблюдаем. Что такое-то? Так, эти маркеры перекидываем.
Так, снова сдвиг на одну. Берем белую нитку, подтягиваем. Вот до маркера довязываем. Вот раз, два, тут 3 петли. Все, убираем вот этот маркер. Разворачиваемся. Снимаем первую петлю. Снова вот таким вот образом перекидываем, чтобы получилась двойная петля. И вяжем в обратную сторону. Ну, как положено здесь по узору, все перекрещиваем. Все, и вот так мы вяжем. С одной стороны укороченные ряды, с одной стороны убавление. Я надеюсь, здесь понятно, и вы уже без меня это все справитесь. Когда это все сделаю, и мы с вами встретимся, когда я довяжу укороченные ряды и убавки по горловине. Я думаю, здесь уже понятно, да? Вяжем до горловины, убавляем 3 петли, вяжем до маркера. Разворачиваемся, вяжем до конца, снова убавляем петли, довязываем до следующего маркера. И так вяжем туда-сюда. Смотрите, вот я сделала вот это убавление, да, вот как оно смотрится. Здесь я распускала, пряжа отличается. И когда вы доделаете последних 2 петли убавления, вяжете сглаживающий ряд. Вот от этой стороны, да, вот 2 петли здесь получается. И дальше вот прямо вяжем желтым цветом, на одну сдвигаем и все, и провязываем все, и вот с этой стороны заканчиваем. Так, далее вторая сторона мы вяжем так же, вот как мы по переду вязали. Начинаем с этой стороны, сокращаем вот эти 3 петли синим цветом, прикрепляем синий цвет, сокращаем эти 3 петли. Далее начинаем сразу вязать укороченные ряды, вот довязываем до маркера и обратно сокращаем, обратно до маркера, сокращаем до маркера, и вот так снова вяжем, так же как мы вязали по переду. Все легко и просто. Далее методом 3 спиц мы соединим плечевые скосы, но обязательно перед и спинку перед этим постирайте. Перед спинка у меня постиранная, но для того, чтобы вот я решила вам показать, как вывязать горловину, я ее меняла. Кстати, вот здесь можно еще 2 ряда дополнительных, просто даже 4 ряда просто прямо провязать вот здесь. Я, наверное, так и сделаю. Просто я распускала нитку, отрезала, прикреплю нить. И сейчас еще 4 ряда провяжу, просто прямо, не буду сдвигать вот эти части. Ну, можно не вязать. Может быть, и не буду вязать. Но чтобы спина не подпрыгивала, желательно здесь 4 ряда провязать. Итак, смотрите, я провязала еще 4 ряда по спинке. Это я вязала 2 белых, 26 оранжевых и 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 белых. Теперь мы будем соединять плечевые швы. С одной стороны, вот я уже соединила плечевой шов, соединяла крючком. Можно вязать методом 3 спиц. Крючок я взяла 3,5. Итак, соединяем, складываем вот так вместе. Смотрите, как я это делаю. Я думаю, многие умеют. С одной стороны беру петлю, перекидываю ниточку. Со второй стороны беру петлю и провязываю эти 2 петли. Вот 1 петля на крючке. Теперь с этой стороны беру, но смотрите, чтобы петля вот так разворачивалась. И со второй стороны, вот, чтобы тоже вот так петля разворачивалась. И провязываю 3 петли на крючке. Туго не затягиваем. С этой стороны вот беру, отсюда вот, чтобы петля развернутая была. И провязываем. И вот так соединяем. Туго не затягиваем. И потом, смотрите, когда перейдем на оранжевый цвет, там будем сшивать оранжевой ниткой. Вот эту мы отложим. Я сейчас дойду и покажу. Не будем продолжать мы белой ниткой. И смотрите, последние 2 белых петли вот с одной стороны, со второй стороны. И провязываем ее, видите? Все, провязали. Эту нить оставляем вот с обратной стороны. Вот берем нашу оранжевую ниточку, снимаем первую оранжевую петлю, вторую оранжевую петлю, перекидываем нить. Далее вот здесь нити вот эти тоже перекрещиваем, как мы перекрещивали.
Вот. Чтобы, смотрите, белая лежала поверх оранжевой. Оранжевый подтягиваем и провязываем через 3 петли на крючке. И далее продолжаем закрывать оранжевой ниткой. Все, вот здесь просто вот так кончики подтяните и все. И дырочки не будет никакой. А здесь продолжаем оранжевый. И в конце потом перейдем на белую нить. Там 2 петли белых. Смотрите, вот у меня остались последние. Вот 1 и 2 петля оранжевым цветом. И теперь белая. Берем 1 белую, 2 белую. И здесь вот он. Так, где-то белая ниточка. Вот она с этой стороны. Я ее переношу. Так, перекрещиваем. Так, опа, последняя петелька. Перекрещиваем, чтобы оранжевая была поверх белой. И вот так подтягиваем. Провязываем 3 петли на крючке. Снова с одной стороны белой, со второй. И довязываем 3 петли. И последняя петля. И вытягиваем нитку. Все. Затянули. Здесь тоже все подтянули. Все вот эти кончики подтянули. Потом их просто спрячьте. Все, и получается вот такой, видите, шов. Вот. Вот так. Все. Далее сшиваем по боку. Смотрите, здесь надо, где резинка, закрывать сначала синим, вот эту часть синим цветом. Поэтому берем синюю нить. Я взяла синюю нитку. Смотрите, вот здесь вот 2 вот эти петли. Вводим крючок. И с этой стороны тоже находим крайнюю угловую. 2 петельки. Смотрим, где они здесь у нас. Вот они. Вот. Так, зашли. Оставляем хвостик, чтобы сшить, если что-то неровно у вас будет. И протягиваем петлю на крючке. Далее берем только вот 2 петли косички и со второй стороны 2 петли косички. Захватываем нить и протягиваем через все петли на крючке. Снова вводим с одной стороны, со второй стороны вот 2 петли косички, с этой 2 петли захватываем и протягиваем. Тоже старайтесь туго не затягивать. Вот. Так, вот последнюю провязали. Вот еще одна здесь. Раз, 2. Это мы, смотрите, перешли на белый цвет. Соединяем. Теперь берем белую нить. Тоже отставляем кончик. И смотрите, снова берем косичку с этой стороны. С этой стороны. Вот видите, именно вот эту косичку. Берем ниточку и провязываем через все петли на крючке. Это потом слегка подтянете. И вот так продолжаем соединять полностью. Все, вот так берем и протягиваем. С этой стороны вот 2 петли, с этой смотрим и соединяем. Все, и вот так соединяем. Вот у меня стоит здесь маркер полностью белой нитью. Вот до сюда, вот с одной и со второй стороны. Все, вот так. Вот здесь вот. Вот. Соединила, последнюю петлю провязала и отрезала ниточку. Все. Вот таким вот образом. И будет вот такой вот шов. Вот видите, он получается. Вот так. Все, соединяем. Я соединила плечевые швы, боковые швы и будем обвязывать горловину. Смотрите, она кажется сейчас очень большой, но это все присоберется. Берем синюю нить и набираем петли. Я думаю, вы уже это все умеете делать. Итак, смотрите, вот здесь идет косичка по краю. Можно крючком набирать, можно спицами. Спицы я взяла номер 3,5 мм. Оставляем хвостик на всякий случай, если что-то собрать надо. И просто вот смотрим, да, здесь у нас идет косичка, вот она.
идет косичка. Это, кстати, начинаем со спины. Сначала по спинке. Вот он шов. Вот косичка. Вводим крючок, ой, спицу и вытягиваем ниточку. Все. И вот здесь по краю теперь вот я набираю. Вот следующая петля. Вот следующая. Между петлями получается. Вот так. Здесь вот, видите, идет вот следующая. Вот, смотрите, вот она, петля, да? Вот в нее мы входим и подхватываем нить. Вот смотрим следующий, вот петля идет. Мы сюда входим, петлю захватываем нить и вытягиваем. Смотрим, где следующая. Вот она, следующая. И подтягиваем. Видите, оно все уже присобирается. Вот она, следующая. Вот прям по рядам. Смотрите, вот. И вот таким вот образом все собирается. И вот так вот собираем горловину. Она сейчас все подтянется, соберется. По прямой вообще все легко и просто. Просто каждую петлю поднимаете и все. А со второй стороны просто смотрите, чтобы было такое же количество набрано петель сбоку. Обязательно этот момент посчитайте, чтобы вот с этой стороны было такое же количество набранных петель, как с этой стороны. Вот так. Все по плечу собрали, да, петли. Переходим на перед. По переду здесь есть прямая вот эта часть. Мы как здесь поднимаем. Смотрите, вот она, косичка идет, да? Мы берем косичку, вот раз, два. Так, вот здесь не попала я в косичку, кстати. Вот она, косичка. Вот раз, два. И вот здесь идет вот такая вот петля между ними. И вот между ними сюда ввожу спицу и вытягиваю. Все, вытянула. Далее снова вот раз за косичку, два за косичку. И вот между ними, видите, вот так подтягиваю, вот между ними еще одну. Снова вот раз, два, вытягиваем между ними, между рядами. Здесь такая вот перемычка. Вот здесь между рядами вот поднимаем петли. А здесь, смотрите, мы уже переходим на скос, как мы по спинке собирали. Если вот здесь большая дырочка, смотрите, есть вот эта петля, можно вот так захватить и поднять. Вот. А дальше вот здесь уже, видите, ряды идут. Здесь вот ряд, здесь, там следующий. И вот так, да, собирайте все вот эти петли по прямой и вот здесь. Так, я петли набрала, ставлю маркер и первый ряд вяжу лицевыми петлями. И считаю, чтобы было количество петель делилось на 2, так как резинка 1 на 1. А первый ряд просто вот провязываю лицевые. Так, смотрите, я провязала 2 ряда лицевой гладью, урегулировала, ну, чтобы одинаковое количество было. Вот по центру нашла вот эту петлю одну, и справа и с левой стороны одинаковое количество петель до плеча. По переду точно так же делаю. Вот она, одна центральная петля в одну и в другую сторону от нее, чтобы одинаковое количество петель было. Далее эти спицы я поставила заглушки, и снутри надо набрать петли, чтобы в карман сделать. Хорошо, что здесь белая нитка, а вот здесь контрастная нить синего цвета, поэтому будет легко вот здесь все набирать. Вот видите, вот они, вот эти петли, их хорошо можно поднять. Вот они идут.
так как здесь спицы неудобно. Вот здесь, наверное, лучше крючком сделать. Сейчас покажу. Есть вот такой вот тонкий крючок без ручки. И что мы здесь делаем? Мы вот здесь берем, вот находим нашу петлю, вот она, вот так поднимаем, берем другой клубок ниток, желательно другой, и продеваем вот так, раз, продели. Можно это, конечно, сразу набирать. Следующую вот петлю берем, вот заходим и продеваем. Следующую тоже берем, вот так смотрим, поддеваем и протягиваем. И вот так поддеваем и поднимаем вот эти петли, да, набираем. Так, и так как у меня крючок, видите, без ручки, то я вот так проталкиваю его и одеваю вот эти петли на спицу. Вот. Можно, конечно, спицы это тоже набирать. Здесь я взяла спицы номер 3 миллиметра с внутренней стороны. Сейчас я наберу вот эти петли, посчитаю, чтобы было их такое же количество. Можно, конечно, вот так и спицы поднимать. Хоп, так. Если мучиться тоже не хотите, можно вот так сделать. Вот. Тоже очень хорошо получается. Все, вот так поднимаете, смотрите, чтобы одинаковое количество с внутренней и наружной стороны были. Провязываем 2 ряда лицевой гладью и потом просто соединяем с одной и со второй стороны спицы лицевыми петлями. Сейчас я провяжу и покажу. Так, смотрите, я провязала с изнаночной стороны тоже вот 2 ряда и с лицевой. И теперь соединяем вместе и провязываем по кругу. И берем и провязываем с этой и с этой стороны, берем ниточку. Берем рабочую нить, спицы номер 3,5. И вот таким образом вот берем с этой стороны и с этой стороны петельку и 2 вместе провязываем. Снова берем с этой стороны, с этой и провязываем. Смотрите, вот петли, как у нас развернуты. Провязываем. Вот так провязываете 2 вместе, соединяете. Будет у нас такая ложная кетлевка. И дальше переходим на резинку. 1 лицевая, 1 изнаночная. У меня сейчас на спицах 120 петель. Вот что у нас получается. Такая красота. На спицах у меня сейчас 120 петель. Я буду вязать резинку 1 на 1. Здесь я уже показывать не буду. Здесь уже все понятно. Все, довязываем до конца. Так, смотрите, все, горловина у меня довязана. Вот такая она аккуратненькая получилась с внутренней стороны. Вот так все выглядит снутри, изнутри и вот так вот снаружи. Провязала 10 рядов спицами номер 3,5, резинка 1 на 1, далее 4 ряда полой резинка. Это я сначала вязала лицевая, изнаночную пропускала, лицевая, изнаночную пропускала. Второй ряд лицевую пропускаем, изнаночную вяжем, лицевую пропускаем, изнаночную вяжем. Третий ряд лицевую вяжем, изнаночную пропускаем, и 4-й ряд изнаночную вяжем, лицевую пропускаем. И закрыла иглой. Как закрыть иглой, у меня есть мастер-класс. Все, горловина закрыта, очень, кстати, хорошо сидит и хорошее углубление. Далее рукав. Я связала рукав, он у меня вот полосатый. Так, давайте. Вот такой вот полосатый рукавчик, решила его полосами сделать. Можно связать и ромбами, кому как нравится. Здесь есть скос плеча. И это изнаночная гладь. Смотрите, это я вязала просто изнаночную гладь. Все. Можно лицевую, кому как нравится. Можете вязать ромбами. И сделала здесь 15 убавлений. И давайте приступим ко второму рукаву. Вот у нас рукав. Эти маркеры можно теперь уже убрать. И по краю я буду набирать петли.
Все, убрали и набираем. Итак, вот здесь, где идет вот этот шов, здесь будет первая петля. Так, берем новый моточек. У меня закончились все уже клубочки. Я беру новый моток пряжи. Начала синим, потому что, смотрите, плечо здесь горчичный, белый, значит, следующий должен быть синий. Поэтому у меня следующий цвет синий. И спицы те же, которые мы вязали, 4,5. И набираем. Вот здесь первая петля, вот она будет, где мы и сшивали. Первая. Далее по одной стороне, вот здесь я набирала 37 петель. Как я набирала? Смотрите, здесь идет косичка. Вот косичка. Я вот один раз за косичку набирала, второй раз за косичку набирала, а третий раз я набирала вот между ними есть вот эта петля, и в нее вот снова один раз, второй раз за край, а потом между ними вот в эту петлю. И так набирала 37 петель. Если у вас шире рукав, то набирайте больше петель. Смотрите сами, если у вас пошире. У меня ширина вот этой проймы 22 сейчас сантиметра. После стирки, до стирки 20. Так как есть вискоза в составе, то эта пряжа немножечко вытягивается. И сейчас вот я все-таки оставила 22 сантиметра пройму рукава. Это можно тоже посмотреть, отрегулировать, когда вы будете делать боковые швы. Здесь вот так вот все легко и просто набирается. Потом пересчитывайте, чтобы было 37 петель до плечевого шва. Вот видите, так аккуратненько все получается. Смотрите, я набрала 37 петель. Если это у вас спинка, то здесь набираете в косичку, потому что у нас здесь же на 4 ряда больше, поэтому по спинке вы набираете тут рядность по-другому. Не обязательно через 2 петли между петлями потом набирать, а несколько раз можно пропустить между петлями, не набирать. Все, главное, чтобы вот здесь было 37 петель. Далее вот где шов идет, здесь набираем еще одну петлю. И далее по второй стороне также набираем 37 петель. Я сейчас отмечу маркером, что вот это отсюда мне надо набрать 37 петель. А по переду, вот это у меня перец, да, получается. Так, это я от вышивки идет. Здесь мы как раз тоже вот и набираем вот эту косичку, снова берем и набираем. Вот раз, два, и между ними. Просто смотрите сами, вы можете на свое усмотрение тоже распределять. Нет какого-нибудь определенной там закономерности. Главное, чтобы одинаковое количество петель было с одной и со второй стороны. Ровненько, аккуратненько их набрать равномерно, и все. А так ошибки не будет, как вы это сделаете через 2, через 1. Ну, конечно, может быть там больше петель в одном месте, меньше в другом. Так что не переживайте вот за эти моменты. Прям один в один точно. Ну, не знаю, не надо делать. Я знаю, что новички просто боятся отступить от мастер-класса, но это полет фантазии вязания. И вы можете вязать так, как вам нравится. Все, вот здесь я сейчас наберу 37 петель и провяжу один ряд изнаночными петлями. Все, смотрите, я набрала петли, да, для рукавов. И далее вот первый ряд подготовительный вяжу просто изнаночными петлями. Здесь же изнаночная гладь у меня. Вот перехожу. И первый ряд
вяжу изнаночными. Здесь подтянуть надо будет ниточку, а то видите. Все, вот здесь первый ряд провязан изнаночными. Здесь просто подтягиваем, чтобы широко не было. И потом будем расставлять маркеры. Здесь, я думаю, понятно. Расставляем маркеры. Смотрите, это плечо вот сверху. Здесь вот от подмышки ставим маркеры. Отсчитываем вот, смотрите, вот здесь. Здесь одна петля. И ставим 7. Одну вот эту не считаем. Это будет как шов. И раз, два. Ну, вообще, если от края, то 8 берем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 7 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Далее 7 петель снова считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Потом 8. Вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И вот здесь вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И вот одна петля от плеча, которая. Теперь отсюда в обратном порядке мы отсчитываем 8 петель. Вот от этого маркера. Потом мы его уберем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ставим маркер. Вот от вот этого плеча, да, где мы оставляли маркер. Но его мы убираем, потому что, не дай бог, мы здесь развернемся. Здесь нельзя разворачиваться. Вот у нас вот головка рукава получается. Теперь здесь вот 8 петель снова. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И дальше по 7. Раз, так вот, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И снова 7. Вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И останется еще 7 петель. Вот здесь вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Все. Распределили петли. И давайте теорию. Вот у нас петли мы будем вязать укороченными рядами. Смотрите. Вот плечевой шов, да. Мы начинаем вязать изнаночными петлями. Доходим вот от плечевого шва до первого маркера. Снимаем его, разворачиваемся. Доходим до второго маркера, снимаем, разворачиваемся. Потом доходим до следующего маркера. И вот так до маркеров мы будем вязать укороченные ряды. Здесь мы развернемся. Это будет последний разворот. И начнем вязать по кругу изнаночными петлями. И давайте покажу сейчас. Вот я довяжу вот плечевой шов и до первого маркера. Пару разворотов вам покажу, а потом вы уже довяжете сами. Так, сейчас распутаю здесь. Все вот здесь. Вяжем изнаночными петлями. До маркера после плечевого шва. И все вот эти маркеры нам надо пройти. Я дошла вот до первого разворота. Вот, смотрите, плечевой шов и первый разворот. Убираю маркер и разворачиваю вязание. Разворачиваю вязание.
Смотрите, на правую спицу переснимаю вот эту вот петлю и на себя вот так перекидываю, чтобы получилась двойная петля. И вяжу лицевыми петлями до маркера, который следующий у нас стоит. Я петли не считаю, здесь очень понятно, для этого мы повешали маркер, чтобы не считать петли. Вот, довязываем. Вот, дошли до маркера. Убираем маркер и разворачиваемся. Развернулись. Далее снимаем на правую спицу петлю. Перекидываем от себя, чтобы получилась вот такая вот двойная петля. Перекидываем и вяжем в обратную сторону изнаночными петлями до следующего маркера. Но там у нас попадется двойная петля. И я сейчас покажу, как ее провязать. Так. Вот я дохожу до двойной петли. Вот одна изнаночная. Вот она, двойная петля. Я сзади вот так захожу и провязываю изнаночной. Провязала и вяжу дальше до маркера. Дошла вот до маркера, убираю его и разворачиваюсь. Вот развернулась, вяжу в обратную сторону, но не забываем сделать двойную петлю. Снимаю, перекидываю вот так на себя. Вот получилась двойная петля. Вяжу лицевыми петлями в обратную сторону до маркера и попадется там тоже двойная петля. Сейчас покажу, как ее вязать. И дальше все точки разворота провяжете самостоятельно. Так. Вот я дошла до двойной петли лицевой. Здесь спереди вот так заходим. И за обе вот целиком и провязываем двойную петлю и вяжем до маркера. Вот довязываем до маркера. И развернемся снова. Вот довязали, убрали маркер, развернулись и вяжем в обратную сторону. И так вяжем поворотными рядами. И когда вот закроете, вот эти все петли довяжете, далее вяжете по кругу. И смотрите, вяжете по кругу. Каждая моя полоска состоит из 13 рядов, но вы смотрите сами, мне не хватило 13 рядов, все-таки надо было 15 рядов вязать каждую полоску. И тогда закончилась бы белая полоска и синюю довязали бы. Таким образом, связала резинку. Вот здесь вы тоже резинки, смотрите, у меня были убавки в каждом пятом ряду 15 убавлений, но рукав узкий, вы смотрите, какой вы хотите рукав, широкий и либо узкий. У меня он такой вот узковатый. Вот он, видно этот скос плеча. Здесь я еще провязала, вот чтобы здесь было 15 рядов, а далее вот я отсчитывала вот по 13 рядов, но надо было по 15 рядов так и продолжить, поэтому вяжите по 15 рядов. Если хотите не узкий рукав, то в каждом 7 ряду убавляйте петли. И плюс у меня руки не такие уж длинные, и у меня получилось, смотрите, синий, оранжевый, белый, синий, оранжевый, белый и синий. И все. Здесь вот последнее убавление, провязала еще тут ряды до нужной длины рукава, и все. И закрыла петли той же самой иглой, как на горловине. И все, и кофточка готова. И останется нам только вышить. Но вышивать мы будем уже в следующем уроке. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.